Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро. Готов ли он вас потерять и будет ли он вас возвращать? Будет гадание по вариантам. Если вы не можете настроиться на рубашку колоды, то выберите одну из трех карт, которые здесь есть. Вы можете также прослушать все три расклада, но лучше выбрать или один, или максимум два. Итак, позиция номер 1, позиция номер 2, позиция номер 3, рубашечка 1, рубашечка 2, рубашечка номер 3. Первая ситуация, которая относится, или случай, когда вы испытываете очень глубокие чувства, эмоции, и ваша интуиция что-то вам подсказывает. Ну, возможно, вы не просто так пришли на этот расклад, особенно на первый расклад, и мы начнем смотреть с вами вашу ситуацию. Давайте для начала посмотрим, что-то летит. Летит тройка кубков. Особенно актуален расклад для тех, у кого треугольник. Давайте посмотрим. Может быть, попадется у нас эта карта, может быть и нет. Итак, что происходит у вас в отношениях? Ну, у вас прямо башня идет. Башня, уже отношения могут рассыпаться. Или они напряжены, или они на грани, или они просто трещат по швам, да. То есть ситуация накалена. Может быть, вам кажется, что это конец. Дальше, да, действительно, у вас ситуация доведена до отчаяния, до тупика, и либо вы его доводите до такого состояния, либо он вас уже довел, да. То есть действительно очень много эмоций, присутствует страх, и, ну, знаете, как, что же натворили мы, что же мы наделали, да, вот такая ситуация может быть. Но здесь еще, знаете, такое, может быть агрессия, может быть он вас чем-то ударил, ну, даже ударил, да, может быть, обидел, зацепил, сделал очень больно, да, вот причинил резкую боль вплоть до агрессии какой-то, да, вот, или поссорились очень жестко, попали в какую-то, ну, такую достаточно агрессивно жесткую ситуацию, даже карты упали, да, что-то сыпется, да, вот у меня вот эти карты рассыпаются сегодня, да и башня, видите, как будто бы ваши отношения сыпятся. Ну, давайте еще уточняем. Ну, смотрите, здесь очень много мечей, очень много, и такое, или он вас так зацепил, что вы его теперь не видеть, не слышать не хотите, но все равно гадаете, да, такое часто женщины, особенно женщины, да, это женская колода больше, ну, так поступают, да. Или он к вам охладел, и это вас вот прямо бьет по вашей реальности, да, и вы негодуете, вы злитесь, вот тоже такое может быть, или доводите себя до истощения, да, до изнеможения. Давайте, что еще тут? Ну, а мужчина здесь какой? Вот особенно, если он телец, козерог, вот эта карта козерога, это тельцовая карта. Близнец, дева, ну, в общем, любые земные знаки, козерог, дева и телец, и близнец, да, но ведет он себя, то вот его хоть к сердцу прикладывай, как подорожник, да, то хоть волком вой, да, вот так, вот такая вот ситуация. Давайте еще парочку. Но он дорог все равно вам, ресурсный он. Да, здесь вот смотрите, вы или себя вынуждены защищать от агрессии, да, от его натиска, когда он меняет свой характер, или меняет свое поведение, или меняет свое настроение. Человек достаточно нестабилен. Он должен быть стабильным, по идее, как бы может быть стабильным, да, он-то ничего не должен вам, но он ведет себя неоднозначно, может резко повернуться спиной, вот. Или вам приходится защищаться от него, от его агрессии.
Ну и смотрите, здесь вот особенно и женщина может быть козерог, особенно козерога, здесь очень много козерога. И может быть вы на рогах, да, вот он телец рогатый, да, а вы коза рогатая, да, козерог рогатый. Ну вот тут как бы вы бодаетесь. То есть, смотрите, у меня вот ситуация какая. Между вами жесткий конфликт, очень сильная ссора, кажется, что это конец. Вам кажется, что теперь вы его даже не видеть не хотите, не слышать, не знать, да, то есть у меня такое ощущение, что здесь женщина уже не сможет даже и смотреть на мужчину, прямо вот так вот, уйди, знаете, как уйди с меня, мне все противно, да, вот такое вот, ну жестко что-то как-то он себя повел с вами, то есть он вас, у меня такое ощущение, что он вас оттолкнул от себя и все разрушил, то есть вот здесь вот как будто бы вот мужчина виноват в этом, да, вот сейчас я обвиняю этого мужчину, да, этого тельца. Но учитывая то, что выпадало там треугольник, да, трое кубков, она здесь не выпала, но учитывая то, что здесь женщина козерог и рогатая, ну, может, изменил, да, такое тоже может быть, и вы простить не можете или думаете. Готовы ли вы ему вообще это простить, забыть, да, вот эта комбинация, принять это, да, вот такое, да. Ну, смотрите, давайте теперь посмотрим, будет ли он вас возвращать и готов ли он вас потерять, вот так вот, да. Ну, посмотрим его мысли, конечно же, что он думает по этому поводу. Знаете, он не против, чтобы вы ему дали шанс. Вот это вот он рассчитывает на то, что как-то вы там будете ему прощать. То есть, смотрите, это внешняя карта, и он рассчитывает на вас, что вы ему дадите шанс. Хорошо. Дальше. Четверка кубков, и он понимает, что вам это нафиг не надо. То есть, смотрите, он с одной стороны надеется на вас, а с другой стороны понимает, что вы ему не простите. Он четко это понимает. Ну и третья карта. 8 пентаклей. Не, вы знаете, я вам сейчас так скажу. Будет ли он вас возвращать? Вряд ли. Вот он переложит на вас ответственность. Вот восьмерка пентаклей, ну это женская колода, то есть он будет заставлять вас работать, то есть это ваша работа. Он перенесет ответственность на вас, и то есть будет ли он вас возвращать? Вряд ли. Семерка пентаклей, вот она, вряд ли, нет. Скорее нет, чем да, то есть, ну, ответ нет. Вот в этом раскладе я скажу нету. Как бы, знаете как, он, зацепив вас, сделав вам больно, поставив вас в какую-то девятку, да, мечей, это самая неудобная болезненная позиция, поза, да, причинив вам боль, оттолкнув себя от вас, да, или сделав так, что вы его оттолкнули, да, он еще и будет как бы перекладывать ответственность. Давайте посмотрим, есть ли у него к вам хоть какие-то чувства. Ну, загадывайте желание. 10 часов как раз бьет. Какие чувства? Он понимает, что вам больно. То есть он чувствует, что накосячил, по сути, да, и чувствует вашу боль даже. Страдания, он чувствует, что двери теперь закрыты. Видите, пентакли, пентакли и пентакли и пентакли, да, то есть материальный мир под сомнением у него, под закрытой дверью. И он понимает, что все зависит теперь от вас. Ну, у вас такая ситуация должна быть по девятке мечей. То есть, по сути, он чувствует, что он вас причинил вам реальные боли, страдания. То есть он понимает, осознает это. Что еще чувствует? Девятка пентаклей. Ну и что? Он еще чувствует, что вы, ну, как бы женщина, да, которая действительно имела для него значение, 9 пентаклей. Но давайте теперь посмотрим, а готов ли он вас потерять? Готов ли он вас потерять? Готов ли он вас потерять? О,
Нет, не готов пока он вас потерять, но скорее всего здесь женщина готова его потерять. Он не готов вас терять. То есть он надеется, но все будет зависеть только от вас здесь. И вот давайте теперь спросим, а что вам делать? Вам его прощать или нет? То есть терять он вас не готов, возвращать не готов, надеется только на вас, да, вот так вот. Интересненько так он как-то. Тут мужчина как-то ведет себя не как король пентаклей, а как рыцарь мечей. Как вам быть? Ну, во-первых, вам нужно это перестрадать пока что, то есть вам нужно восстановить свою душу, свое сердце, да, то есть выйти из этого эмоционального состояния, да. Вот давайте теперь спросим, а что делать с ним непосредственно? Императрица. Ну, здесь сильная женщина, но это только после восстановления. Карты говорят следующее. Смотрите. Здесь 10, это закончить. Здесь пятерка мучения, а здесь здоровье. То есть, ну вот здесь луна, а здесь смерть. Вам для своего здоровья, для вашего здоровья, для вашей женской константы, да, или для вашего женской сути и для вашего женского физического тела, я бы рекомендовал вам прекратить это все. То есть карты, вот по картам я бы сказал, здесь стоит прекратить с этим человеком вообще отношения, закрыть, забыть, забить, выгнать его из своего сердца, очистить его, ну, очиститься от него, то есть и прекратить. Поэтому расклад номер 1, резюме, да, то есть не будет вас возвращать, да, не готов потерять, но вам карты рекомендуют все это прекратить и больше его не видать, не встречать, не видеть, не желать и не знать. Ну вот такое вот. Насколько вам это резонирует, попробуйте написать вам ваши ощущения, чувства в комментариях, несмотря на то, что, возможно, вам больно, да, вот так. То есть вот первый совет. Давайте расклад номер 2. Расклад номер 2 для тех, кто надеется что-то изменить в отношениях. И для тех, кто, ну, хочет какой-то легкости, может быть, или изменить все, да, все поменять, или сделать эти отношения более легкими, или перезагрузить эти отношения. Хорошо. Давайте посмотрим, что именно происходит в ваших отношениях. Что происходит в ваших отношениях? Что происходит в ваших отношениях? Но смотрите, здесь вот такая ситуация, где мужчина добился женщины, добился, да, то есть завоевал ее сердце, завоевал ее душу, разум и, возможно, тело, да, ну, сексуальное там какое-то. Дальше мужчина здесь продолжает играть на чувствах, может вести себя игриво, но инфантильно, да, несерьезно как-то, или может быть не как взрослый. И здесь вот женщина вынуждена, да, как-то скучать, заставляет по себе скучать почему-то. У меня такое ощущение. У меня такое ощущение, что он вами играет, отдаляется и заставляет скучать. Постоянно дает какие-то обещания. Обещает достаточно много. Такой обещающий мужчина. Обещающий. И эти отношения еще могут периодически, да, то есть он ухаживает хорошо, ухаживает, длятся достаточно долго, уже продолжительные. Здесь мужчина должен быть постарше, вот здесь, по этой позиции. Но ни одного старшего аркана. То есть, смотрите, он за вами ухаживает, конкретики никакой, много обещает. Может быть и не бедный такой, ну, как бы на вид хотя бы, да. Или говорит, что не бедный, или одевается неплохо. И здесь луна, знаете, вот здесь постоянно какая-то грусть, тоска по этому человеку. Он за вами скучает тоже, такое идет. А отношения, знаете, они непонятные здесь. Именно непонятные по луне. Первый аркан луна, сразу все непонятно становится.
Семерка кубков, где-то здесь есть иллюзии, особенно женские. Особенно женские. И, может быть, мужчина поддерживает эту иллюзию. Четверка. Мужчина говорит, как минимум, показывает и ведет себя так, да, и что-то как-то делает на каком-то уровне, ну, не на самом высоком, что не готов терять вас, да. Вот так. То есть, оно, знаете, как вот здесь вот отношения, которые длятся долго, и они вроде бы как холодец варится долго, да, его надо долго варить. И вот здесь как холодец варится. Ну, потому что Луна, вот я почему сказал холодец, потому что оно вроде бы как вот медленно происходит, да, непонятно куда, и у вас какие-то непонятные иллюзии и фантазии, и у него что-то вот, то есть как бы ни вы не поймете, ни он не поймет, что происходит, да, и он при этом еще говорит, ну, ты у меня там самая ценная, дорогая, тебя там, может быть, даже люблю по вот этой карте, да, вот, то есть, а конкретики нету. Ну да, отшельник, вы вроде бы и вместе, и не вместе. Когда вместе, вам вроде бы и неплохо. Вот, но какое-то у меня такое ощущение, что у женщины есть какое-то непонятное чувство к этому мужчине. Ну и колесо фортуны здесь есть, тоже очень хорошая карта. И десятка жезлов. Знаете, у меня такое ощущение, что здесь, ну, скорее всего, мужчине больше, это больше мужская карта, тяжело решиться именно на что-то. Вот он обдумывает, вот он обещает, вот он вокруг да около. Вас судьба свела. Это судьбоносное отношение. Судьбоносное. А он не может закончить какой-то этап в жизни и перейти на другой этап. Поумнеть, что ли, помудреть. Ну и видите, девятка пентаклей. Все-таки вы тут, ну, женщина тут очень роскошная. Он вас действительно ценит. Он ценит вас. И вот если здесь что-то произошло плохое, вы по отшельнику не вместе, то пока что это похоже на паузу. То есть это, ну, вряд ли это конец. Вот давайте посмотрим теперь, что он думает о вас. Да? Вот ситуацию мы посмотрели. Что он думает о вас? Мысли. Мысли, мысли, мысли. Ну, здесь десятка мечей. Умерла, да. Думает, что... Да, он вообще думает, что он умирает для вас, да, здесь мужчина, да. Он думает, что вы как бы охладеваете к нему. Он думает о вас, что вы к нему охладеваете, слышите? Дальше еще мысли. Но он думает что-то поменять. И что, может быть, вы поменяете отношение к нему. То есть перестанете охладевать как минимум. Да, вы охладеваете, видите, королева мечей. Он начинает понимать, что вы что-то заподозрили. Вот эта вот семерка кубков, мне она здесь не очень нравится, как бы, да. Что он вам как бы пудрит мозги или там кидает там пыль в глаза или мечет бисер, да. Ну, пусть будет так, не обижайтесь. Да. Но, а вы уже начинаете подозревать что-то, да, и начинаете остывать, да, где-то, может быть, прозреваете, да, что чувствует к вам. Да, он чувствует ваш холод и напрягается по этому поводу. Смотрите, королева мечей, между вами, знаете, такое холодное отшельничество, холодная пауза возникает. Но чувствует, что, знаете, что он все-таки будет справляться с какими-то своими обещаниями, да, то есть преодолевать те трудности, которые между вами, ну, в ваших отношениях возникли, да. Это кармическая тоже карта, это кармическая, и у вас колесо фортуны, тут это карма. То есть он будет пытаться находить выход из сложившейся ситуации между вами. Ну и давайте еще. Ну и да, императрица, вы тут для него женщина достаточно важная, роскошная, девятка пентаклей. Но такую, как он потерять не может просто. Он понимает это четко, что вот такой, как вы, ему не сыскать просто. Поэтому будет держаться за вас, наверное. А вот давайте и проверим, готов ли он вас потерять. Вот первое, да, готов ли он вас потерять. Готов ли он вас потерять? Туз мечей, ну давайте уточняющую карту, очень хорошая карта, но нет, не готов он вас потерять. И он четко понимает, что такую, как вы, просто не сыщешь. Тут и королева кубков,
Тут и императрица. Тут, в принципе, для всех женщин универсальный расклад. Тут и девятка мечей. И что это судьба? Ну, просто обстоятельства есть, да, и он как бы, ему нужно с этими обстоятельствами как-то справляться, да. Не готов он вас терять, не готов. Он влюблен в вас, но он чувствует, что вы охладеваете, да. Ну, давайте еще посмотрим, готов, не готов, что уточняющий. Он даже, знаете, как бы он беспокоится по этому поводу. Видите, и король мечей, и паш мечей. Он беспокоится и как бы побаивается, напрягается. Вот он тут сокращается. Вы, наверное, такая изысканная манипуляторша, да. Хорошо. Ну, давайте, а будет ли он вас возвращать? Вот это вот интересно. Шестерка пентаклей. Ну, как разгребется со своими какими-то проблемами. 16, да, тут такое вот мне эта комбинация дает. У него там где-то или бюджет трещит по швам, или забот не в проворот, да. Ну, да, скорее, да. То есть он будет как бы, наверное, будет находить какой-то выход, разрываться между двумя огнями. И да, шестерка мечей, да, он будет вас возвращать. Ну, скорее да, нежели нет. Маг. Возможно, он вас и околдовал здесь, и возможно, он и вами манипулирует. Но все-таки это карта настоящего мужчины, и тут и король мечей. Я сделаю ставку на то, что все-таки он вас будет возвращать, и у вас будет все хорошо. Но давайте вам как себя вести, совет. Повешенный, а вам как себя вести? Вы ничего пока не можете сделать. Здесь аркан повешенный, да, висящий, 12-й аркан. Вы заложница ситуации. Здесь вам придется подождать, ну, как минимум полгода. И король кубков, испытать его чувства. И, ну, вот карты советуют, попробуйте вить из него веревки и поиздеваться над ним, но так, чтобы, ну, так, чтобы, знаете как, ну так, чтобы не переборщить и чтобы он, возможно, не психанул, потому что король кубков, ваша вот как бы, ну, что вам делать, терпеть и как-то не показывать, может быть, свои боли или страданий, или как бы сохранять спокойствие, вот так вот, да. Є таке гарне прислів'я, воно, зберігайте спокій та чистіть кулемет, да, вот сохраняйте спокойствие и начищайте свой пулемет. Ну и будет ли счастье здесь и мир-то злагода, давайте посмотрим. Да, здесь есть шансы, очень скоро вы получите от него какую-то весточку и сообщение о том, что, наверное, все будет хорошо и он даст о себя знать. Ну вот такой вот, тут прям все просто круто. Но это сегодня колода такая может быть, а может быть просто так склались звезды, да, встали не звезды, а планеты в такой парад, да, ну, в такой последовательности. Ну, во всяком случае, может быть бабочка, а когда бабочка выпадает, это говорит о том, что сегодня дух был на втором раскладе, и он вам дал какую-то, возможно, надежду, а может быть облегчил вашим психоэмоциональное состояние. Расклад номер 3. Вот здесь вот в этих отношениях что-то есть нечистое. То есть либо вам мешают, либо вы себе мешаете, либо он вам мешает, либо извне мешают, да, ну, какие-то, может быть, магия, да, то есть ну, тут вот трэш, короче. Ну, знаете, что слово трэш это мусор, а метла, она как бы символ очищения от мусора, да, вот, и избавления от негатива, да, тут вот прям написано очищение и избавление от негатива. То есть, смотрите, позитивными ваши отношения не назовешь, вот просто не назовешь. И как минимум лучше бы, если бы, да, вы были подальше от этого негатива, да, или лучше бы, если бы этого негатива не было. Но как минимум лучше бы какого-то мусора в ваших отношениях не было, да. Слушайте, может он у вас мусор? Вы поняли я о чем. Давайте посмотрим. Шестерка пентаклей. Здесь, знаете, такое. Здесь очень много рук, да, или много претендующих на ваши отношения, да, то есть может быть соперница, и здесь может быть такое, что ваш партнер прям помогает всем или тратит деньги на кого-то, да.
Это раз. Вторая ситуация. Здесь он разбивает вам сердце. Здесь, скорее всего, есть кто-то, соперник, соперница, третий лишний, да, который, ну, как минимум, делает больно. Здесь король мечей, мужчина еще и, знаете, такой, ведет себя по принципу, вроде бы как всем помогаю, вроде я хороший, но лучшая защита это нападение, и он, знаете, как вроде толковый мужчина и умный, и на все руки мастер может быть, или не бедный, да, или там госслужащий, но тем не менее может вести себя, знаете, как бы, ну, достаточно жестко по отношению к вам, именно жестко. Жестко, да, или высокомерие проявлять. Что еще тут есть? Туз кубков, но тем не менее вы питаете к нему чувства. И вы к нему чувства питаете, а он, как бы вы для него жемчужина, он тоже к вам питает чувства. Тройка жезлов, постоянная перспектива какая-то, да, но она постоянно зависит от мужчины. Вы, как женщина, здесь инициативу не, ну, как бы не то, что не проявляете, а инициатива не от вас зависит вообще. Вы, если даже и проявляете инициативу эту, то мужчина эту инициативу перехватывает. Дальше есть девятка кубков, но по девятке кубков тут русалка. Русалка это, скорее всего, какая-то женщина, которая просто вот, может быть, третья, да, она идет. И она, может быть, знаете, как отвлекает внимание. Здесь у меня такое ощущение, что это явно не вы, вот, а какая-то красноволосая или рыжая бестия, да, именно вот. Ну и королева кубка, вот она, да. Ну, есть тут какая-то женщина, которая будет, скорее всего, рак, скорпион или рыба. То есть есть скрытая женщина, да, которая отвлекает внимание. Видите, мужчина здесь отвлекается на воду, да. То есть есть кто мешает. Может, мама его, потому что королева кубков мама, может быть. Солнце, то есть периодически, да, вы как бы добиваетесь с ним отношений, и он вас слышит. Вы как ударите там в бубен, ударите в гонг, или там еще в что-то ударите. Может быть, там ударите, не знаю, хлопните дверью автомобиля, и он слышит, да. То есть иногда вы обращаете на себя внимание. Но трио тут есть. Тут, в общем, короче, треугольник, в котором как минимум это рыжеволосая. Видите, опять рыжеволосая. Да и вот эта рыжеволосая, кстати. Может быть, она отвлекает внимание. То вы перетягиваете внимание. Знаете, у меня такое ощущение, что здесь вот эта вот карта, она о перетягивании канатов. То соперница натянет на себя там, условно говоря, одеяло или простынь, да. То вы натянете, да. То он с вами переспал, то с ней там. Ну, вот такой вот. Туда-сюда тяни, толкай. Ну хорошо, бывает по-разному. Может, у него просто нету одеяла. Вот, пятерка жезлов. Ну да, тут такая игра, где не пойми, по каким правилам играете вы, по каким правилам он играет, и по каким правилам она играет. Да, вот такое вот. И вообще вот это вот отношение, нечистый водевиль такой какой-то, знаете, какой-то... Ну, это не хоррор, да, там прям не ужас, да, какой-то, но трэш. То есть это какой-то, знаете, есть такой стиль в кинематографе мелодрама, а тут трэш-мелодрама, да, вот так вот. Напишите, похоже это на трэш-мелодраму или нет. Жестко как-то. Ну, давайте посмотрим, что он чувствует. Ну, вот смотрите, он, скорее всего, семейный мужчина, да. Он чувствует с вами, что он, ну, как бы он счастлив, когда он вместе с вами, да? Что он чувствует еще к вам? Но его постоянно что-то напрягает. Его вот реально, вот видите, смотрите, паш мечей, его то ли дети напрягают, то ли это вот, эта женщина его отвлекает. Да, он может быть между семьей, да, и любовницей, вот такое. Постоянно обещает и чувствует, что он как бы даже где-то, ну, он где-то себя винит, да, что он вам пообещал и не сделал. Но вы для него как цветок, как солнце. Все равно солнце тут есть. А что думает? Он думает, что он вас теряет. Думает, что вас теряет и не может отпустить вас. Видите, двойка жезлов. Да, и он понимает, что и вы не можете его отпустить пока что. Что еще думает о вас?
Но он думает, что хочет как-то вам о себе дать знать, опять пообещать, понимаете? То есть оно как замкнутый круг, как будто бы как спицы в колесе вот это вот отношения у меня идут. То есть он думает, как бы с вами связаться, позвонить. То есть он за вами скучает, этот человек. Ну и здесь король кубков, видите, то есть вы вызываете в нем позитивные эмоции какие-то. То есть он эту тоже не может оставить, она его цепляет или детьми там, или какой-то помощью, или еще чем-то, или деньгами, да, вот, то есть вот так. А с вами он может быть счастливым и не может вас отпустить. Давайте посмотрим здесь, в этом случае, будет ли он вас возвращать. Ну, я не вижу, чтобы он готов вас был потерять здесь, но все равно, будет ли он вас возвращать. Король Пентаклей, неплохая карта, настойчивая, но очень пассивная. И рыцарь кубков, скорее да, будет возвращать, но как минимум постарается не потерять окончательно, да, вот так. Давайте еще одну. Ну, ведет он свою игру здесь. Здесь страшный суд, и что еще? И четверка пентаклей. Знаете, у меня такое ощущение, что он в конечном итоге психанет и уйдет к вам. Вот такое. Вот здесь, то есть, будет ли он вас возвращать? Да. И такое, да, и еще раз да. Несмотря ни на что. Видите, страшный суд. Через огонь, воду, медные трубы. Готов ли он вас потерять? Ну, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Хотя это на двоих. Это вот про классический треугольник. Вряд ли он готов вас терять. Но еще нюансы есть. Семерка мечей. Ну, смотрите, тут только коварство чье-то. И, ну, вот тот человек, который третий лишний, вот он и влияет на это все здесь. Поэтому он не готов вас потерять, но тот, кто хочет, чтобы он вас потерял, сделает все, чтобы он вас потерял. То есть всеми правдами и неправдами. Будет подлянки какие-то делать. Может даже магичить. Ну, мы не делаем здесь диагностики, но может. Ну и смотрите, аркан мир. То есть, по сути, вот связь с вами может разорвать только нечестный охотник, да, который может там убить бизона, да, каким-то коварным способом. Или повлиять на мир вашего мира, да, ну, вашего с ним мира. Нет, не готов он вас терять. Ну, и пятерка мечей — это потерять все путем... Точнее, пятерка мечей — это получить все путем непредсказуемых каких-то усилий, да. Знаете как, потерять вас для него — это значит потерять все. Но вот эта карта, она о коварности вот этой карты. И видите, пятерка и семерка порождают 12, то есть этот человек просто так от вас не отстанет. Третий, да. Поэтому вот этот третий фактор, или внешний фактор, или фактор трэша, или мусора, или лишнего, или метлы, или нечистого, он здесь играет ключевую роль, видите, все-таки, да. Поэтому нет, не готов он вас терять. Давайте посмотрим, а что делать вам вот в этой ситуации. Там уйти, остаться или взять паузу и так далее, да? Вам что делать? Вам нужно пока взять паузу и закрыться. Попробуйте его прибанить на пару недель. Ну и также, смотрите, тут жрица, ну вам, если вы чувствуете негатив на себе, лучше проверить его, ну или почиститься, за пару недель почиститесь от негатива. Если вы уже почистились, то уже хорошо. Это уже классно, если вдруг вы почистились. Давайте еще посмотрим, что еще вам делать, советует карта Таро. А тут пятерка пентаклей — это страдания. Ну, смотрите, закройтесь, пусть он пострадает, и почиститесь от негатива. Особенно, если чувствуете, что финканал страдает. Что еще вам делать, советует карта Таро? Не, ну тут все, императрица. Здесь только о здоровье, о чистке, и о некой паузе для того, чтобы он где-то, может быть, где-то что-то переосознал для вас, и, может быть, для того, чтобы примчался к вам, да. Сделайте вот такой, тоже пойдите на хитрость, поманипулируйте им, скажите, что вам так плохо, что вы там, ну, я, конечно, не хочу так говорить, что вы умираете, да, чтобы не притянуть это к себе. Но поманипулируйте им, чтобы он вас поспасал. Поиграйте в жертву, и пусть он там понапрягается немножко. Вот такие вот у меня почему-то советы. Но как минимум вам надо взять паузу, заняться очищением своего пространства, своего ментального здоровья, физического здоровья. И дать ему осознать,
насколько вы ценны и насколько он может без вас или не может. Ну и последняя карта, королева пентаклей. Да, здесь нужно вот уделить своей пентаграмме, своему духу, своему свету, своему солнцу, особенно если вы телец, козерог, дева, ну или любой, ну, тут водный знак, скорее всего, женщина. Но здесь земная карта, да, больше такая. Поэтому здесь вот знаете, как нужно восстановить свою материю, именно свой средний мир, земной мир, свое здоровье и так далее. То есть вам не надо делать резких движений, именно разрывать с ним отношения, но помолчать, сделать такой вот ну, период молчания, да, и потом, может быть, выйти на связь. И если он спросит, где ты была, ну, скажите, что была очень тяжелая ситуация со здоровьем, и посмотрите на его реакцию. Здесь есть продолжение, и пока вам лучше очистить свое поле энергетическое, может быть и от него, может быть от соперницы, вот, и с новыми силами, только с новыми силами идти в эти отношения. Ну и за это время, пока вы не будете на связи, он что-то да переосознает. І да буде так, ключ, замок, язик. Амен. Світло вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе і всесвіти, які оточують вас, і нехай ваш соняшник допоможе вам оздоровитися і набратися сил задля нового, ну давайте так скажемо, світу ваших стосунків. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі, все буде добре. От побачите, па-па.